Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Весна у нас продолжает буйствовать буквально-таки. Вы только послушайте, какие невероятные звуки. Ну а мои садово-огородные свершения продолжаются. В предыдущем видео я показывала вам, как создала огород на целине за 3 года. У меня был сильно заросший участок, и мне потребовалось немало времени, чтобы привести его в более-менее адекватное состояние. А в этом видео я хотела бы поделиться с вами, что я собираюсь делать на своем участке новенького в этом году. Потому что в предыдущие годы все, знаете, как-то было у меня стихийно, скажем так, вот спонтанно. Вот что требовало очень сильного внимания, тем я и занималась. Но в голове не было какого-то такого, знаете, четкого плана о том, что я буду делать на своем участке. Ну а сейчас у меня в представлениях более-менее есть понимание, что именно я хочу от своего участка. Вот, например, в январе этого года у меня появилась идея вот таких вот тепличек для огорода. И, в общем-то, эта идея была воплощена в марте этого года. Мне сделали эти теплицы. Чуть попозже в этом видео я вам подробно о них расскажу. Они у меня стояли весь март и апрель на крыльце, сохли, подсыхали. И у вас было очень много вопросов по поводу этих теплиц. Но вы знаете, сделала эти теплицы, но когда я стала думать, куда я буду ставить их на огороде, я столкнулась с такой задачей буквально-таки неразрешимой. Вот, и в этом видео я вам расскажу, как я все-таки эту задачу решила. Когда-то давно в студенчестве я мечтала выучиться дополнительно на курсах ландшафтного дизайнера, чтобы спланировать свой будущий дом и участок. И мне очень нравились такие программки 3D-визуализации участков, домов. И вы знаете, когда я приобрела дом и участок, я как-то даже забыла про то, что существуют такие программы, а тут вспомнила и, знаете, скачала себе такую. Она называется «Ландшафтный дизайн 3D». Вот так вот она выглядит. В этой программе есть все необходимое для того, чтобы спланировать участок. Здесь можно выбрать строение разных типов и родов, вплоть до колодца. Представляете, там есть и баня, и терраса. Ну и в том числе там даже есть разного типа и рода теплицы, которые можно вот поставить, как я себе распланировала на участке. Тут также можно выбрать различного рода клумбы, растения, которые у вас будут на участке расти. А если вы их не найдете среди каталога, то можно загрузить даже свои. Я, кстати, здесь нашла 2 вишни, которые недавно совсем посадила, и тоже их поставила на план участка. Здесь можно спланировать буквально-таки все, вплоть до садовой мебели даже, представляете? А еще, что самое удобное в этой программе, можно спланировать в том числе и коммуникации, где у вас будет водоразведение, где у вас будет проходить газ, где у вас будет находиться какая-нибудь насыпь, например. И лично я до сих пор все вот это вот держала в голове. Мне приходилось постоянно рассчитывать, где можно посадить дерево, где нельзя посадить, где можно что построить, а где нельзя, потому что там течет вода или проходит газ. Вот в этой программе все очень удобно, визуально можно наглядно распланировать вплоть до метра. Здесь также можно выбрать различного рода текстуры, из чего, например, у вас состоят стены, крыша, какая будет насыпь, песок, гравий и так далее. Вот здесь я пытаюсь спланировать свою будущую зону барбекю, кстати.
А еще здесь вы можете наблюдать план своего участка не только в 2D визуализации, но и также в 3D, и даже можете прогуляться по участку. Вот так вот выглядит 3D визуализация, там можно просчитать буквально все до метра, то есть вы не только сверху можете увидеть, как это будет все выглядеть, но и как это будет выглядеть буквально-таки вживую, да, вот так вот виртуально можно посмотреть, примериться, и это гораздо удобнее, чем если вот, например, сверху план начертил. В общем, друзья, я не знаю, что я делала раньше без этой программы, теперь мне с ней гораздо удобнее планировать все на участке. Теперь, когда буду сажать растения, и в том числе вот сейчас буду работать в этой программе и обозначать, где какие растения у меня посажены, чтобы не забыть. Вот я примерно набросала план своего участка и также добавила сюда некоторые объекты, которых у меня еще нет на участке. Например, у меня нет дорожки, которая ведет к бане. Ну, условно говоря, я ее так формирую, постоянно хожу по ней, да. Вот здесь я набросала кустарниковую зону, также зону огорода, которая у меня уже сформировалась стихийно. Также я, вот видите, здесь зону барбекю перед крыльцом обозначила и качели поставила садовые. А еще вот здесь газ у меня проходит, и вот так вот у меня заводится вода вот отсюда. Все, что я нашла в каталоге растений в этой программе, я поставила на участок. Вот, например, кустарниковая зона, где у меня растет черная смородина, крыжовник, виноград. Чуть попозже я вам покажу вживую это все. А вот это я свизуализировала будущую костровую зону. И будущего своего мужа, кстати, сюда поставила. А еще здесь вот есть такая интересная штука. Сейчас вам попробую показать. Вот здесь есть стороны света. И можно выставить, как будет солнце идти по вашему участку и посмотреть, куда будут падать тени. Вот, например, у меня восход находится на востоке. Вот здесь вот солнце всходит, оно сразу светит на крыльцо мне. Видите, вот так вращаю, и тени меняются. После того, как я расставила по плану все деревья, растения и строения, которые есть на моем участке, то наглядно увидела, куда поставить свои теплицы, чтобы они оказались на самом солнечном месте в огороде, и чтобы их минимум касались тени от близ стоящих деревьев. Ведь в эти теплицы я собираюсь сажать томаты, а они любят солнце. В общем, всем рекомендую эту полезную программу. Ссылку на нее я оставлю под этим видео. В комментариях от вас было очень много вопросов по поводу вот этих теплиц. Они сделаны из соснового пиломатериала, который я покупала на местной пилораме, и сделали мне их прямо у меня во дворе. То есть я их не заказывала, как вот некоторые делают на Авито. Там, если честно, меня шокировали цены на такие теплицы, и обошлись они мне всего лишь в 7000 рублей. Ширина такой теплицы 1,5 метра, высота 1,5 метра, высота короба 60 сантиметров и глубина 60 сантиметров, ширина доски 5 сантиметров, и поэтому эти теплицы очень устойчивые и ураганоустойчивые, что самое главное. Вот, и сейчас будет их транспортировка. В общем-то, меня многие спрашивали: Наташа, как ты с крыльца их транспортировала? Вот, пожалуйста, показываю. Было найдено 2 круглых полежка, и, в общем-то, на них, как на колесиках, мои теплицы переехали с крыльца на огород. Я напоминаю, они стояли у меня там с марта, потому что у меня на огороде еще были сугробы, и им, в общем-то, нужно было еще подсохнуть. Вот видите, как это происходит. После перетаскивания последняя полежка кладется как первая, и снова ставится на него теплица и едет дальше. Вот так вот это происходит. Раз, и готово. Вот так вот и везли мне эти теплицы. Я сама, если честно, бы не додумалась, но мне помогли. Ну и вот, наконец-то, 2 моих красавицы красуются на своем месте. Как я уже сказала, я поставила их на самое солнечное место у себя на огороде. Как видите, внутри каждого короба нету дна.
Это для того, чтобы был дренаж. И также внутри каждого короба я сделала отделку пленкой, чтобы вода, которая идет от земли, не соприкасалась непосредственно с деревом, потому что оно гниет. Вот видите, на строительный степлер я пристегнула эту пленку, она очень хорошо держится здесь. И сюда я буду добавлять компост, всякие гнилые палки, ветки, туда же удобрения бокаши, и сверху буду засыпать все это грунтом. Тут вы, конечно, спросите: Наташа, зачем тебе такие теплицы, когда можно заказать просто поликарбонатную? Вот у моих соседей стоит такая вот большая поликарбонатная теплица. Ну, что я хочу сказать? Ну, во-первых, я не ем столько помидоров, сколько можно вырастить в такой огромной теплице, да? А во-вторых, я посмотрела, как соседи ухаживают за своей поликарбонатной теплицей, счищают с ней снег, и поняла, что моих сил на это не хватит. Ну, мне вполне достаточно вот таких тепличек. Эти теплицы я решила покрасить атмосферостойкой резиновой белой краской. Да, друзья, я захотела белые теплицы у себя на участке. Я не стала их красить морилкой, как это многие делают. Резиновая краска — это такая краска, которая не боится перепадов температур, влаги и так далее. Этой краской, кстати, у меня покрашен стол, который стоит круглый год на открытом крыльце. И на него постоянно попадают осадки, и он не потрескался, с ним ничего не случилось, живой до сих пор. Поэтому я решила сделать то же самое с теплицами. Резиновую краску я заказывала на Вайлдберрис. Друзья, все, что вы видите у меня в кадре, в основном заказано на Вайлдберрис. Ни для кого уже давно это не секрет, но меня продолжают в комментариях спрашивать, где и что я покупаю. Вот есть одно волшебное слово — Вайлдберрис, ну или Озон иногда. Вот, на одну такую тепличку у меня ушло 3 банки краски. В одной банке 900 грамм. Кстати, я очень долго думала, чем же покрыть эти теплицы: поликарбонатом или пленкой для парников. В итоге остановилась на пленке для парников, потому что посчитала, что сейчас, во-первых, такие пленки делают долговечные, да, а во-вторых, поликарбонат мне бы сложнее было бы установить, и там очень много заморочек с его установкой, и он вообще дороже. Вы знаете, как только эти теплицы оказались у меня на огороде, мой мозг решил, что за один день легко их покрасить, легко сделать там внутри пленку, легко насыпать грунта, легко высадить помидоры, и все это в один день. Понимаете, вот такой вот у меня мозг. Но по факту оказалось, что все это растянулось, там пока я краску заказывала, пока были какие-то другие дела. Кстати, параллельно я еще занималась посадками, еще в доме у меня начался ремонт, поэтому сделать теплицы в один день у меня, конечно же, не получилось. Вы знаете, друзья, который раз убеждаюсь, что одно дело подумать, а другое дело сделать. Мой мозг думает, что сделать все это легко. Собственно, когда смотришь это на видео, наверное, тоже думается, ну что там она возякается с этими теплицами, можно было за пару часов управиться. Но, друзья, в физическом мире все так просто и быстро не делается, к сожалению, как вот на видео. Кстати, это еще одна причина, почему у меня не выходит так долго видео. Потому что, друзья, жизнь, она не происходит сиюминутно, да, она длится на протяжении определенного времени, а я записываю свою текущую жизнь на видео, да, поэтому нужно время, чтобы что-то записать, смонтировать, сделать, снять это на видео и так далее. Вот, поэтому долго мои видео не выходят. Ну, как долго? Раз в неделю так точно выходят, но я, по крайней мере, очень стараюсь. Поэтому буду очень благодарна вам, если вы поддержите это видео лайком, комментарием и подпиской. Друзья, ну вот я подрезала свои кустарнички, подвязала. Черную смородину очень хорошо подрезала. Все подвязала. В общем, у меня, кстати, уже крыжовник завязи дал, представляете? Вот маленькие такие еще крыжовинки. Сейчас как показать. Вот, видите? Уже готовится давать ягодки. Вот, как я все кустики подвязала. Траву выкосили мне здесь. Надо будет еще перед домом покосить.
И цветет груша. Вот эта груша в этом году будет хорошо плодоносить. Какая она красивая. Вот. Вот так вот моя кустарниковая зона выглядит с подвязанными деревьями, с девчонками. Они за мной как хвостики ходят по всему участку. Там вон белочка идет, крадется. Китуня моя. Вот здесь груша у меня растет, молоденькое деревце. Из спиленного старого я решила не снимать, не убирать, в общем, решила оставить. Как здорово, что здесь сделала кустарниковую зону. Когда я сюда приехала, купила этот дом-участок, да, вот здесь вот на этой площади было очень много посажено старых сухих деревьев. Причем они были очень часто рассажены, было много груш, яблонь, прям очень часто насажены были. И я ходила среди них, как, я не знаю, как в какой-то паутине. И вот мне их выпилили в 24 году. И я здесь оставила плодовые кустарники. И так подумала, пускай у меня будет здесь плодово-кустарниковая зона. Здесь черные смородины, здесь крыжовники. Как будто, знаете, такая небольшая такая площадка. И вот жимолость в этом году посадила. Здесь как красиво на жимолости. Смотрите, капельки росы, капельки дождя закрепились. Ой, как птички поют, я не могу. Вы слышите? Просто заливаются. Такой звук. Красота. Так, хотелось бы на велосипеде куда-то выехать, но что-то в этом году у меня не складывается. У меня будет ремонт в доме. На огороде я еще рассаду не высадила. Теплицы новые надо делать. Видео для вас снимать. Короче, не знаю даже, когда я поеду гулять на велике. Хотя очень хочется. Сейчас еще дождливо. Нужно такой день сухой еще выбрать. Масюта. Масечка. Мася. Масютка. Вот такие красавицы. Красавцы, кустики. Как будто снопы с пшеницей собраны. Красиво. Буся гуляет. Буся уже с утра удобрила грядку с горохом. Раскопала мне весь горох, который взошел, кстати, уже. Ну как взошел, он уже наклюнулся. Я не знаю, что с ними делать, как их отвадить от грядок. Вот пока еще они не заросли ничем. Они думают, что это их лотки. Да, белочка? Вчера белка залезла в шкаф с одеждой, пока я туда одежду носила. И она всю ночь спала в шкафу. Я утром встаю, кладу в миски им корм и смотрю, белки нет на завтраке. Думаю, где белечка? Зову ее, а она мяучит из шкафа. Короче, всю ночь в шкафу пролежала. Так, ну что, друзья, мои грядочки полностью выкрашены. И также сюда я кидаю, как вы видите, компост. Это всякие ветки, трава. На дно я еще положила, не знаю, будет отсюда видно или нет. Ой. В общем, на дно я еще положила дрова, ну, которые перегнили уже, у меня лежали на открытом пространстве всю зиму. Они уже были такие гниющие. Вот, сюда же я засыпала уже удобрение бакаши. Вот там оно чуть ниже. Сейчас я утопчу вот эту вот траву и буду наполнять грядки уже землей. Ну, как теплички с землей. Буду готовить их к посадкам томатов. Кстати, в перерывах между делами я иногда заглядываю к соседям. Посмотрите, какая у них красотища. Целое поле желтых одуванчиков. Это просто сказочно смотрится. И они их выкашивают. Представляете, так жалко. Но вот люди следят за своим участком. Очень красивый участок. Очень много всяких интересных посадок. Я очень люблю заглядывать к соседям в гости. Изучать, как что они сажают. Что-то перенимаю у них.
И иногда мы делимся между друг другом всякими растениями, рассказываем друг другу всякие лайфхаки. Вот, это так мило, душевно. Очень люблю в гости ходить. Вот эта косилка, кстати, самодельная. Она из каких-то 2 аппаратов сделана. Я забыла, как они называются, если честно. Но я в технике не сильна, мне больше интересны растения. Соседка мне дала папоротник. Вот, смотрите, какой красивый. Я его у себя посадила. Ой, такой красавчик. У него вот эти вот завитушки. Я не знаю, как показать. Вот, видите, завитушки такие красивые на листиках. Как будто гусенички такие. Так красиво. И он, кстати, у него листья пахнут огуречной ботвой. Интересно так. Говорят, папоротник растет миллионы лет. И он теперь у меня будет жить здесь, возле домика. Вот. Возле дома я его здесь посадила. Так, друзья, было очень много комментариев по поводу того, что можжевельник нельзя сажать рядом с грушами, яблонями. Якобы он какие-то споры пускает, от которых болеют груши, яблони. Ну, какая-то ржавчина, какое-то заболевание, да. Значит, у меня много разных зон на участке. Вот это вот кустарниковая, например, зона. Здесь у меня крыжовник, черная смородина, красная смородина, жимолость. Там дальше у меня растут груши. Вот это тоже груши. Вот здесь у меня зона яблонь. Вот здесь очень много яблонь по этой линии. И в конце участка, сейчас мы туда пройдем, я вам покажу, у меня там лесная зона. Я туда высаживаю деревья, которые близки к лесу, скажем так, да. Ну и, собственно, наш можжевельник, он тоже близко к лесной теме. Это сорт Old Gold. Он, кстати, новые побеги начал давать. Смотрите, видите, какие красивые, желтенькие. И сейчас мы его понесем рядом с голубыми елями, посадим там вот недалеко. Так, друзья, ну вот, в общем-то, я посадила можжевельничек вот сюда. Смотрите, какой он красавчик. Он будет соседствовать вместе с голубыми елями. Вот здесь у меня в конце участка стоят 3 голубых ели. Ну, как 3? Вот здесь вот еще есть штучки 2. Вон там вон обычная елка, которая лесная. Лесная, вот она, видите, у нее ветки такие поникшие, а у голубой ели они более пушистые, что ли, вот так они выглядят. Вот здесь у меня стоят так вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 голубых елей у меня здесь стоят, и можжевельник будет соседствовать вместе с ними. И вот Бусечка мне помогала можжевельничек сажать, да, Бусь? Ты помогала? Ты моя девочка. Лежит здесь в тенечке, здесь хорошо, так пришла ко мне и наслаждается. Да, Бусечка? Хвостиком так вот. Тыньк, тыньк, тыньк. Помогает хвостом, короче, Буся мне. Здесь такой красивый вид. Я вчера ходила вечером вот к той яблоне. Она уже отцветает потихоньку, но у нее аромат потрясающий. Я здесь картинки вам вставлю. Видео записала, как она вкусно пахнет. Друзья, я гуляю сейчас за пределами своего участка. Вот здесь так красиво. Вообще, смотрите, какая трава еще зеленая. Не поднялась сильно высоко. Здесь поле у нас такое. И я решила посмотреть, что же здесь цветет. Все, прихожу в конец участка и смотрю на вот это дерево и думаю, что это такое. У него такой красивый цвет. Вот сейчас
решил подойти. А это, похоже, яблоня. Вы смотрите, какая она офигенная. Ой, божечки. Ой, а запах-то, запах. Господи, как вкусно пахнет. Она вся усыпана цветами. Похоже, это дикая яблоня. Посмотрите, как красиво. Боже. Аромат от нее стоит потрясающий. Я не знаю, как его передать через камеру. Такой тонкий, свежецветочный, нежный такой. Ой, сладкий. Какой-то такой персиковый. Очень похож на цветение персика. Боже, и она вся усыпана. Посмотрите. Слегка розоватым таким цветом. Ой, наверное, будут яблочки в этом году. Здесь, ну, наверное, скорее всего, кислые, потому что она дикая. Здесь очень много пчел летает, прям жужжат кругом. Боже, она потрясающая, это яблоня. Вот здесь рядом с ней черемуха. Вот тоже цветет. У нас по всему полю вот таких маленьких деревьев, черемухи очень много. Вот. Ну, в общем, все. Можжевельник посажен далеко от плодов деревьев. Он будет лесным жителем у меня в конце участка. У меня здесь и березы растут, вот здесь вот и ели. И все прекрасно. Никого он не будет заражать своей ржавчиной. Но он такой красивый, посмотрите, мне так нравятся вот эти вот побеги, которые он дал молодые, очень красивого салатового цвета. Вы знаете, я хочу ему дать имя, но я не знаю, как его назвать. Вот почему-то вот именно этому растению мне хочется дать имя. Можжевельник Михаил, может быть, подскажите, напишите в комментариях, как назвать можжевельник. Почему-то хочется дать ему имя. Вот не знаю, странное желание. Так, друзья, в общем, вот так вот я пока временно накрыла. Помидорки я уже высадила. Временно накрыла пленкой и сейчас буду вырезать вот именно по размеру теплиц парниковую пленку. Вот как она есть, вот так полным полотном, и по бокам такими вот домиками буду вырезать, и дальше буду крепить вот эту вот пленку. Сейчас покажу, на какие липучки. В общем, вот такие вот липучки, то есть вы с одной стороны их лепите на клейкую сторону, с другой стороны на клейку, и вот они как собачки приклеиваются, да. То есть вот на такие же липучки я клеила коврики для кошек на подоконник. И, в общем-то, вот так вот буду обклеивать пленкой все теплицы, и они у меня будут спокойно открываться. Но, друзья, в этом видео я, наверное, не успею вам показать, как я что и сделала. Это будет в следующем видео, да и длинное уже видео получается. Поэтому в следующей серии будет про то, как я закрепила пленку на теплицах. Тут я примерно вам объяснила, да, а как это будет по факту реализовано, я покажу в следующем видео. Кстати, в следующем видео я также покажу ремонт в своем доме. В этом году я затеяла ремонт на кухне, ремонт полов, не просто косметический ремонт, а вот такая история у меня на кухне теперь происходит. Коротко о том, как выглядит сейчас моя кухня. Вот здесь печка была. Вот так вот, друзья. Почему я не могла сделать ремонт на кухне 3 года? Потому что вот эта вся история. И это только начало. Здесь еще будет продолжение. И он там в ванной тоже. Ах, помоги, Господь.
В общем, на сегодня все, друзья. Благодарю вас за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. И также не забудьте написать в комментариях, как все-таки назвать можжевельник. Михаилом, Арсением, еще как-нибудь. Напишите свои идеи. Мне почему-то хочется его назвать именем. Ну а в следующем видео я расскажу, какое же имя я все-таки выбрала для можжевельника. Ну вот и все. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.